Всем привет, ребятки! И сегодня я хочу вам рассказать, как сделать персонажа крутого и современного. Ну так начнем. Сегодня я буду делать девочку. Сначала, во-первых, надо сменить на девочку. Некоторые делают просто боу оставляют, как будто это мальчик. Так вот, кожа абсолютно без разницы. Сегодня я сделаю не пацанку, не леди, а обычную девочку. Так, я всегда начинаю лично с глаз, потому что глаза отдают характер человеку. Так как сегодня я делаю обычную девочку, здесь можно не париться. Сразу ставим вот блеск. Это у меня всегда. Ну, вы можете лично поставить вот такие или вот такие. Но я не люблю лично ставить вот такие. И лучше всего буду смотреться вот такие, либо вообще вот такие. Но я выбираю сегодня вот такие. Зрачки. Некоторые их просто не делают. Ну как человек без зрачков? Я их убираю только когда человек умирает. Вот. Так что здесь тоже можно не запариваться и просто поставить вот такие. Ну, это уже до вашего выбора. Мы уже дали ему характер. Пока что, чтобы был более ясен характер, поставьте какую-то, пока что вот именно такую вот рот специально, чтобы отдать пока что только глазами характер, а потом уже своим ртом, потому что рот это уже эмоции. Вот. Это входит в самую последнюю часть характера. Здесь маечки. Это уже по вашему усмотрению. Но я люблю лично делать такое. Либо вот такое оставлять и надевать юбку какую-то. Я люблю очень делать. Я люблю воротнички делать вот такие. Либо вообще... Еще я люблю делать моду вот такую вот. Взял, надел. И еще я люблю делать вот так. Полноценная нормальная девочка. Вот. Это вот для меня модный наряд. Раскрашивать я сегодня не буду. Просто поставим сегодня все на белый. Чтобы потому что это уже ваша идея, раскрашивать это или не раскрашивать. Серое, чтобы отличалось хотя бы. Волосы. Здесь тоже по вашему усмотрению. Но я часто делаю вот такие. И лучше всего смотрятся вот такие. Вот. Так. Теперь челка. Я люблю самые лучшие варианты. Вот такой. Вот такой. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Или вот такой, вот такой. Ну, вот такой. Я, наверное, сделаю вот такую вот распущенные волосы. Давайте посмотрим, чтобы лучше были смотреться. Распущенные, либо забранные. К этой, конечно, на челке, я не знаю, то, что я первая ставила, лучше смотрится, конечно, распущенные. Но это же я. Я же могу делать все что угодно со своим персонажем. Либо вот такой вариант. Чтобы специально вам показать, я придержусь вот такого. Волосы тоже по вашему усмотрению. Лучше всего, сделать волосы как можно насыщеннее. Это придает яркости персонажу, либо наоборот. Вот я бы сделала сейчас вот такую. Да. Челку можно, если вы хотите, вот такую, лучше всего смотрится. Либо вот такую. Оставим вот такую. Здесь аксессуары хорошо смотрятся. Мой самый любимый аксессуар это вот этот. Он хорошо смотрится с каждым нарядом. Кроме пацанки. Но сегодня я делаю не пацанку, а обычную девочку, так что это не обязательно. Если хотите перчатки, можно вот такие. Самые лучше всего смотрятся, конечно же, вот такие, либо вот такие.
Е. Но я пока что придержусь самого обычного варианта. Туфельки. Я не понимаю, что значит эти туфельки, но они мне нравятся, но не так сильно, как эти. И очень хорошо смотрятся эти. Давайте. Здесь я пока что придержусь, наверное, смотра вот... Я придержусь варианта вот этого, потому что они самые мимимишные, а многие любят делать мимишных. Так. Если это у вас магический персонаж, то, конечно же, вам надо что-то на лице сделать. Чуть-чуть, как сказать, этот вариант хорошо смотрится, когда нос, как бы, здесь он изображается прям наверх. Но, как бы, а вообще, в реальности это будет просто как чуть-чуть длинненький носик и просто задранный наверх. Чуть-чуть совсем. Вот здесь можно сделать разные родинки. Но это, как сказать, можно сделать вот такую. Я выбираю вот такую. Еще очень прикольный вариант вот такой. Но я оставлю вот такой. Потому что это лучше всего смотрится. Если вы хотите, можно такие очки. Но чтобы не показалось, что она у нас как бы... Как сказать... То, что она у нас плохо видит, можно сделать их радужными, чтобы наверняка подумали то, что все вы сразу подумали то, что просто у нее солнечные очки. Я люблю делать голубые, но это больше похоже, конечно, когда у нее правда плохое зрение, так что сегодня я сделаю оранжевый. Раньше, кстати, я не пробовала этот цвет, это мой просто любимый почти что цвет. Вообще мой любимый цвет вот такой вот, небесно-голубой. Так, ну ладно, не будем отставать от темы, переходим дальше. Ребят, извините, у меня постоянно высовывается разная реклама. Да, с этим я не могу ничего поделать. Вот, если магический, опять же, персонаж, вот, либо вот. Надо сразу посмотреть на цвет кожи. Здесь он может быть вот такой вот. Этот больше подходит. Ну, это обычная девчушка, почти что только магическая. Вот. Ребят, я сделаю сегодня вот такие, потому что они самые первые стоят в очереди. Их обычно применяют. Так. Бантик вот такой вот, либо с вот такими вот полосочками. Можно курточку, чтобы она смотрелась более, как сказать, пацанской. Вот. Ну, я обычно делаю вот такой вот бантик. Вот. Сразу делаю серый, чтобы оно хоть как-то отличалось. Все. И у нас довольно нормальная девочка уже готова. Если вы хотите добавить хвост, желательно вот такой и вот такой. Но я люблю придерживаться варианта первого. Ну, если прям... Это если прям могущественная девочка. А если у вас девочка какая-то, ну, не такая сильная, а потом уже в половину сериала она станет самой сильной, можно придержаться варианта вот такого. Ну, как это так? У нас сегодня обычная девочка из мира магии. Мы придерживаемся этого варианта. Вот. Ну, и смотрим, что здесь. Крылья. Это совсем не обязательно, если у вас есть бантик. Конечно, можно сделать крылышки маленькие, вот такие вот, либо вот такие вот. Ну, это обычная девочка и не все могущая, так что вот. Вот такой вот вариант обычно придерживается, когда нету бантика, либо когда вообще делают как бы больше, и потом вот такие вот крылья. Либо вот такие. Но мне не нравится вариант, когда, кстати, раскрывают вот такими. Они не раскрытые. Понимаете? Они большие, я понимаю, но они не раскрытые. Понимаете? Вот про что я. Фу. Мы сегодня сделаем их белыми. Но пока что я поставлю вот такие. И пусть они будут, например, серыми. Все. Вот у нас вот девочка готова. Ротик, это уже как бы, чтобы передать ее характер. Определитесь, какой у нее характер. Милый. Вот такой, как бы. Ну, рот может передать весь характер. Ну, характер будете выбирать вы. Так что
Это уже на ваше усмотрение. Так что всем пока. Была рада с вами поговорить так, пообщаться и дать советы. Всем пока!